Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать очень быстро вот такую классную таблицу для освещения, в которой будет показываться и количество светильников, и изображение этого светильника, и еще QR-код. Это все очень быстро, потому что картинки сами по себе будут подгоняться под размер вашей таблички. Давайте начнем. Таблица, которую я буду создавать, будет по 3 светильника на каждую из зон. Чтобы выбрать светильник, вам нужно выбрать объект «Источник света». Вот так он выглядит, выбираете его и переходите в настройки. Здесь выбираете слой, который вам нужен, и выбираете светильники внутренние и тот, который наиболее вам подходит по форме. Я выберу точечный светильник. Здесь вы также можете изменить цвет вот этих линий. Переходите отображение на плане этажа и выбираете бюро контура. Пусть будет, например, синий цвет какой-нибудь. И нажимаю ОК. И теперь размещайте эти светильники в одной из зон. Я щелкну один здесь, и остальные просто тиражирую, потому что нам важна таблица, а не размещение их сейчас. Пусть будет 6 штук дополнительно. И вот так их растянул. Беру пипеткой этот светильник. Давайте поменяем теперь ему цвет пера, пусть будет красный. И их размещу вот здесь. Просто копирую. Также выберу пипеткой светильник, зайду в настройки и теперь выберу здесь люстру. У нее отображение на плане тоже изменим. Пусть она будет также красного цвета. И поставим ее вот здесь. Что теперь нужно? В одном из роликов я рассказывал про присвоение ID светильника. То же самое я повторю и здесь. Присвоим светильникам нужный ID. Это будет S1, это будет S2, это будет S3. Как сделать им автоматические подписи, посмотрите видео про автотексты. Там я рассказывал про то, как сделать, чтобы все светильники очень быстро подписались согласно своим ID. Теперь давайте перейдем к созданию каталога. Для этого нам нужно выбрать карту проекта. Здесь будет вкладка «Каталоги». И создаете новый каталог. Щелкайте правой кнопкой мыши, создаем новый каталог. Создаем новую схему. Будет спецификация светильников. Обязательно каталог должен быть по элементам. И нажимаем ОК. Теперь что нам нужно? Нам нужно выбрать слой, на котором лежат эти светильники, а также указать, что нас интересует только объект источник света. Давайте сразу поставим тип элемента совпадает с, и выбираем здесь еще, и здесь будет источник света. Вот он внизу. Отлично, теперь у нас будет выбираться источники света. Но для дополнительной точности я советую поставить еще и слой. Добавляю критерии. Здесь модельный вид, слой. И совпадает, нужно выбрать слой, который вы выбрали для светильников. Я не помню, какой он, поэтому я его проверю. Нажимаю ОК, сохраняю каталог. Смотрим, слой, здесь MEP, электрооборудование. Вот появился мой каталог. Я перехожу уже в него. 2 раза щелкаю сюда. И смотрим. Здесь у нас есть параметры схемы. И выбираем слой. Совпадает со слоем электрооборудования. Здесь проверяем, чтобы стояло логическое «и». Теперь критерии, которые мы будем выводить. Добавить поля. Сначала будет ID элемента. Общие параметры ID элемента. Щелкайте «Добавить». Оно появляется вот здесь. Следующее нас интересует предпросмотр 2D плана. Вводим предпросмотр и смотрим. Предпросмотр 2D плана. Добавить. Отлично. Дальше количество. Выбираем общие параметры, количество. Добавить. Теперь нам нужен специальный текст. Вводим специальный текст 1. Это ячейка, куда вы сможете вбивать свой текст для этого светильника. Например, его артикул. И теперь нужны 2 колонки, в которые я буду вставлять фотографию и QR-код на светильник. Но так просто это не сделать, нам нужны колонки, которые будут показывать какую-либо проекцию наших объектов.
Для этого я просто введу 3D и выберу здесь, например, 3D аксонометрия и 3D вид с левой стороны. Без разницы. Теперь нажимаем ОК и смотрим на наш каталог. Вот так он выглядит. Обязательно поставьте галочку «Объединить одинаковые элементы» и немножко настройте ваш каталог. Здесь я сейчас переименую все колонки так, как я хочу, чтобы они назывались в каталоге. Отлично, теперь щелкаю сюда и выбираю ширина столбцов по содержимому. Все-таки меня это не устраивает, и я потом немножко растяну эти ячейки. Выбираю здесь. Изображение будет 40 мм, QR-код будет тоже 40 мм. Артикул оставим ему 30 мм. Количество нам так много не нужно, можем сократить. Даже пусть будет 20. Вид на плане тоже поменьше. И тип 15 мм достаточно. Что нужно теперь? Щелкаем по одной из этих строк и выбираем высоту строк. Пусть она будет такая же, как и ширина строки с изображением и QR-кодом для симметрии. Отлично. Теперь также выбираю одну из этих строчек и ставлю, что здесь текст будет по центру. Изображение здесь довольно маленькое. Нам нужно сделать его побольше. Выбираем одно из изображений и открывайте вкладку «Рисунок». Она может быть у вас закрыта. Выбирайте ее и поставим здесь масштаб. Настройку масштаба чертежа. Поставим здесь, например, 1 к 15. Слишком большой размер у люстры, такой вот объект я выбрал. Пусть будет вот так. За эти изображения не переживаем, мы в любом случае их будем заменять. Выбираем одно из этих изображений и переходим теперь к, собственно, присвоению сюда теперь картинки от нашего светильника. Нажимаю вот здесь «Аннотация». Программа переходит в дополнительное окно, в котором можно изменять этот объект. Что мне нужно? Мне теперь нужно перенести сюда картинку. Я перехожу в браузер и выбираю светильник, который я выбрал для этой позиции. Щелкаю здесь просто на картинку, которая есть на сайте, правой кнопкой мыши и копирую изображение. Теперь перехожу обратно в Archicad и вставляю сюда эту картинку при помощи Ctrl-V. Вставил, и вот так она появилась такая большая. Но у нас она лежит внизу под нашим объектом. Ничего страшного, просто переносим ее на самый верхний слой. Все, теперь нажимаем вот здесь в левом верхнем углу ОК. И вот так она появилась очень большая в каталоге. Это не беда. Выбираем эту строку, в которую мы поместили нашу картинку. И здесь ставим масштаб соответствия. И она автоматически подгоняется под размеры нашей ячейки, в которой она находится. Те же самые действия я повторю и с другими светильниками. Вот так быстро мы разместили здесь изображение. Теперь QR-код. Чтобы его создать, просто введите в браузере генератор QR-кодов. Я выбрал первый попавшийся сайт. Здесь бывает много рекламы, но ничего страшного, она не мешает основной функции. Теперь нам нужно выбрать светильник, для которого мы будем генерировать QR-код. Выбираем самый первый и копируем его ссылку. Вставляем ее сюда и создаем QR-код. Вот он появился. Правой кнопкой мыши копировать изображение и по тому же принципу заносим его в Archicad. Переходим в нужную графу, аннотация, Ctrl-V, вставляем его сюда, ставим на передний план и нажимаем ОК. Он автоматически подогнался сюда по размерам. Дальше берем
следующий светильник и повторяем все те же самые действия. Если у вас получилось, что QR-код возможно меньше, чем изображение, которое здесь есть, просто отмасштабируйте эту картинку и сделайте ее чуть побольше. И также переносим на передний план. Вот теперь готова наша таблица. Сюда вы можете копировать информацию с сайта о этом светильнике. Чтобы сохранить этот каталог, нам необходимо создать вид. Мы переходим в карту видов и создаем новый вид. Нажимаем «Создать». Здесь автоматически присвоено имя каталогов. И нажимаем «Создать вид». Так как я не выбрал для него масштаб, здесь произошли такие изменения в изображении. Чтобы это поправить, нажимаем на вид правой кнопкой мыши, параметры вида и ставим ему масштаб тот, который и был. 1 к 15. Вот и все. Каталог готов, и вы можете размещать его на одном из листов в вашем проекте. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!